Бля, Лиз-2, реально. Чувствительные темы. Короче, если вам хуёво, съёбывайте. Ну, я и говорю про девочек-подростков. Босс. Папа-пуп. Эй. Мне, пожалуйста, включите Лангуаге нормальный. Ты чё? Порадовать. Так, Марк, расскажи мне, как бы ты порадовал девочку-подростка? И, пожалуйста, аккуратнее с выражениями. По громкости нормально? Смешанные отзывы из-за концовки, говорят, концовка хуета. С яркостью. Так, высоко, ага. Билет на Бибера, да ёбаный рот. Никто уже Бибера не слушает. Сейчас Моргенштерна слушают, наверное. Кофе с молоком и колбаской. А колбаска-то с хлеба? Динамо-фонарь, полароид, микрофон. О, Биберштерн. Слушай, я что-то с яркостью обосралась. Ну и хуй с ней. СМР звуки. Пожарил. Марк! Бесстыдник, негодник. Наверняка же не про колбасу говоришь. История, в которую вы собираетесь окунуться, строится из деталей. Внимательное наблюдение, проебанные субтитры. Моя дорогая Николь. Тудунь. Ты дочь, о которой мать может только мечтать. Красивая, умная и честная. Мы через многое прошли, я знаю, порой тебе приходилось очень нелегко. Но вспомни, что сказал доктор Франклин после твоей речи на школьном выпускном. Простите, я не могу не смеяться при фразе про выпускной. Розовое платьице, я рада. Столкнувшись с драконом, нужно взять в руки щит и меч. Порой наступает время, когда ты понимаешь, что пора склониться перед драконом. Где-то ждет меня Кирюшенька. Я всегда считала себя бойцом, человеком, который не боится трудностей, и, столкнувшись с преградой, может взять в оружие... Может взять в руки оружие и отважно броситься в бой. Я столкнулась с 5 драконами. С 5. Ладно, отвратительно. В оружии руки, да. В руки оружие, отважно броситься в бой. Тема серьезная, не смеемся, платьице опускаем. Мы никогда не говорили о том, что произошло с твоим отцом, но сейчас я должна тебе кое-что рассказать, прежде чем эта болезнь разлучит нас. Я ничего не вижу. Почему не фест? Потому что я отстримила марафон Resident Evil. 9 лет назад интрижка твоего отца с той молодой девушкой и ее последующее самоубийство навеки разрушили нашу семью. Я прекрасно понимаю, что ты чувствовала в тот момент. Моего отца для меня больше не существует. Я могу доверять только своей матери. И это важно, я тоже хотела упомянуть, но я подумала, что всем похуй, потому что это игра для девочек. Какая связь? То, что Resident Evil это твое. Вот, привет, Рейвен. Новый марафон. О, поскорее бы, поскорее бы. Что предательство твоего отца уже никак не исправить, а что она правильно поступила, бросившись со скалы. Я всегда была с тобой. Когда ты вывихнула плечо во время своей первой хоккейной игры. Когда ты проплакала всю ночь в незнакомой для тебя комнате. Когда ты целовалась с Дунканом Форбсом под Амелой на Рождество в 85 году. Ты вышла на марш против абортов, когда была на первом курсе в колледже. Ну,
суицид кого-то там, и мне кажется, это прям подростковая тема, такое интересно. Тебе интересно? Нет, Амела — это штука, которую на Рождество вешают. Дункан был хорошим мальчиком, и пускай я об этом никогда не говорила, я сразу поняла, что у вас не будет много тем для общения. А общение — это основа любых отношений. Если вы не говорите, вы отдаляетесь друг от друга. Чем меньше у нас остается времени, тем больше мне хочется тебе сказать. Прежде всего, я должна попросить у тебя прощения. Во-первых, я прошу прощения. Мне в голову не приходило, что ярость чувство достойна доброго христианина. Но оно помогло мне справиться с болью. Я не хочу, чтобы ты прожила свою жизнь так же, как я, дорогая моя. Я хочу, чтобы ты освободилась от прошлого раз и навсегда. Поэтому я хочу, чтобы ты сделала то, о чем я тебя прошу. Продай нашу гостиницу. Продай нашу гостиницу. Да, на самом деле, Будда, если серьезно, я просто подумала, что вы можете сказать, увидев вот это вот, и сразу, так сказать, пресекла все нытье, сказав сама, какое впечатление у меня по скриншотам и по тематике было... сложилось. Чисто при первом взгляде на игру. Вот. Кто подарил, это Кума, но она у меня в виш-листе была, он из виш-листа мне загифтил игры, это я сама давно хотела пройти. Не похож на подростковую, но я могу ошибаться, я не спорю. Гостиница принадлежит моей семье, и по наследству она достанется тебе. Григасант, я не обвиняю, привет. Ты должна вернуться, Николь. Я наняла адвоката в Хелене. Его зовут мистер Дженкинс, и он передаст тебе это письмо после смерти твоего отца. Меня к тому времени в живых уже не будет. Проведи быстрый осмотр, подпиши бумаги и продай эти стены, внутри которых не осталось ничего, кроме ненависти. Оставь себя столько, сколько нужно, чтобы оплатить... себе. Чтобы оплатить свой кредит на обучение, а остальные деньги отдай семье той девушки. Пусть эта история закончится для нас раз и навсегда. Мы всегда поддерживали друг друга. Хотела бы я и дальше быть с тобой. На твоем выпускном, на твоей свадьбе. Увидеть рождение моих внуков. Но, боюсь, это все. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось, но я советую каждый час, отведенный тебе, посвятить любви. Это единственное, ради чего стоит жить, бороться и умирать. Поверь мне, я люблю тебя больше всего на свете. Клэр Уилсон, твоя мать. 24 июня 1991 года. Спасибо большое, Дюкса. Национальный лесной заповедник Хелена, Монтана, декабрь 93 года. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Хелена, не Хелен, Хелена все-таки, Монтана. Ну, все, что я знаю, что я по отзывам видела, что смешанные отзывы из-за того, что концовка
Многим не заехало. В одном обзоре писали, типа, мне понравилось, мол, как разрабы это все сделали, на мне это сработало. Видимо, кому-то заезжает, кому-то нет. Ай, блядь. Привет, Аска Страйкс. Скупую, но надеюсь, что под конец игры будет не скупая. Май. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Слушай, а мыльно, потому что я близорукая? Тут с яркостью... А вот, яркость тут вот. Короче, я вот так хуйну, потому что там, когда момент... Ой, бля. Слушай, ну и ладно, это вроде инди-проект. Мамина машина. Моя машина. Выцветшая флешка. О, можно трогать штуки, да? Я люблю трогать штуки. Тут запаяно. Марк, отвратительная ложь. Пугать нет, это вроде как, ну, типа... Walking Sim детектив, наверное, нет? Ай, Хомя. Леонардо Моточикар. Дёкса, какую штуку ты бы хотел, чтобы я потрогала? Давай, скажи это, пожалуйста. На что ты намекаешь? Я? But it was on normal difficulty. Слушай, ебанет. А вдруг тут нужно кнопкой Е открывать двери? Дверь гаража. Кнопка. Как орешки? Да не, это игры щелкают меня. Зато у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я быстро забываю про все к чертям. Слушай, а что мне нужно было сделать? Канистра, машина. Почему вы так рогаете? Вон туда, наверное, надо? Нет? Пушуш, привет. Welcome, check-in, reception hall и все такое. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Какое? Влево влетает, вправо вылетает. Слушай, просадочки такие интересные. Бойлерная. Ой, алло. Путь. Слушай, мне не нравятся вот эти фризы мерзкие. Алло. Emergency. How can I help you? What's your emergency? Привет и спасибо большое. Здрасте. Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through.
I have to personally go to the county land registry office before we meet. Чё у вас какие мышеньки Listen, грустные? I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks Бургер will это only вкусно, dream это of. хорошо. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room Доктор! table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Нажмите М, чтобы посмотреть. Ой. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Так, мастер Сьют, хозяйский номер. Хайпишь? Ты старый, чтобы использовать слово хайп. Но на второй этаж, а я сейчас на первом. А можно трогать штуки? Вот смотри, штука лежит, сишки. Lucky Stars. Кайф. Ну почему не придешь? Ну прости, пожалуйста. Я не какашка, я Сашка. Опять ты все перепутал. А, почему? Куклус, не понял тебя. You are here. Я не понял. Если я здесь, то получается мне... Нет? Кукус и фуэсус? Куклус и фусус — это разные люди, да. Тараканы в голове? Да блин, просто жизненная история. Gone Home нет, кстати, не. Слушай, у меня есть карта, но это мне никуда не дает. Мне, наверное, наверх нужно подняться. Да хватит мне звонить. А где звук-то был? Это будильник. Куклус от Фуфуса никнеймами. Ну, найс. Но это ж не он. Он делает динь-динь, а это... Мастер Сьют, да, но она вроде наверху. Ну, я так подумала. Я хуёво подумала. Так, коли здесь у нас болрум, то... мне нужно в другую сторону. Через холл в дайне... Ой, блядь. Мастер Сьют, подожди. Мне нужно выше. Если здесь болрум, то мне нужно выше. Все верно. Обед в столовке? Так, тут же нет никого. Ну, типа, гостиница пустая должна быть. Точно меня не обманываете? Ну, тут комната уже, номера. Мастер Сьют, все хорошо. Бля, что с фрезами-то делать? Если я графон на средний, блин, поставлю без изъебов, то лучше будет. Эпически. Или тут проблема с оптимизацией? Понятно, никакой разницы. Not like this. Вертикалка. Кстати, тоже как варик.
У меня просто выше 60 не поднимается. А что, лучше стало? Вроде да, но нет. Ну, завещание тыр-пыра. Письмо читать я вам не буду. Не якудза. Хуже стало-то не. Поросята. Ну какой паленький был. Кота что ли измеряли? Нет, серьезно. Такие дети бывают. Ну они ж не ходячие, наверное. Монтана. Привет, Сереж, спасибо большое. Гном? Нет, для гнома слишком низко. Ты что? Гнома они метра вроде где-то ростом. Шпичечки. О, привет, Вертель. Не видела... дети гномов, они же меньше, наверное, чем... Я поняла. Моя комната, мои правила. Подожди, волына? Да, это фотоаппарат. Не было такого, Марк, правила. Смотри, что мы имеем. Мать оставила нам письмо. То после смерти отца... Мама тоже мертва, судя по всему, да? Она говорила, меня уже не будет, когда ты будешь это письмо читать. Я должна приехать в гостиницу и продать ее к хуям. А еще отец был изменщиком, и деньги с продажи гостиницы нужно будет отдать семье девочки, которая суициднулась. Отдать родителям девочки, которая суициднулась после интрижки с батей, с моей. Правильно? Правильно. Блин, такие у них комнаты, конечно, крутые. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Women warriors. Warriors. Да нет, Марк, ты постоянно злодейские какие-то штуки придумаешь. О, лава-лампа. Найс, кстати. О, да вы художница. Что думаешь, да? Нет, это другой игры. Самоуважение. Ну смотри, девочка и хоккеем увлекается, и рисует, и единорогов любит, и космос, смотри. И скейт. И бинокль. Подглядывать за соседями. Лето 85-го. И музыку слушала, а? Наш пострел везде поспел, так говорят? Наверное, да. Я что-то важное не нашла здесь. Она сказала, быстро осмотри все. И смотри, еще и гитара. Бас. Старый друг. Ага. Джойстик. А не то, что вы подумали. Но не вы, а я.
Воспоминания о прошлом. 10 часов утра. Хоккейный приз. А очень особенная, да. Дискета. Крем лежит. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Сейчас Make свет sure your ебанет. generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated ports return at home. Крепотня нет, это просто детективный квест, наверное. Ну, как квест, Walking Sim. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though. Так, ключик забрала. Блин, вот тут ходить, тыкать, искать что-то важное. Блин, не умею я кубик Рубика собирать. Так, ключик взяла, наверное, этого достаточно. Здесь есть что потрогать? Книга. Про кошмар, про все такое. Я тут вроде мельком пробежала, может, тоже что-то можно потрогать. Так, где? У меня тут был телефон? Да. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Кирилл, самое начало только, так что пока даже и непонятно. А трубку возвращать не будем? Список дел. Дел нет. Жди скрипта. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Хороший вопрос. Нет, на тап нет инвентаря. Так, ну завещание мы трогали, письмо тоже. Блин, может все-таки пробежать глазами? Нет, это, короче, тоже про владение, про вот Леонардо, про батю. Она взрослая тетя, да. Ну, и по голосу слышал, что она взрослая. О, сральня. Ой, какая плитка, вся одинаковая, ужас какой. Лекарства на унитазе хранят. Silent Hill тоже. Ой, да я не успеваю. Привет, Хелл Димон. Блин, клево в ванной пачку сирок хранить. Так. Рид.
Ритент Хоклерс. Вот зачем я осматриваю губки? Я не знаю. Бежать? Зачем? Где громыхает тут? Ой, бля. Документировать? Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy, Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... how much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. У Metal Whatever Gear happened это to Miss стелс. Вы Wilson? видели, как я играю в стелс? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man To do what? to try and stop me. Hey, wait! Bye. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. А Dodge 86-го сможет справиться с Бураном? Она просто сильная независимая женщина, Андрей. Ты не первый мужчина, который так говорит в моем чате. Ну, типа, примерно так оно звучало. Надо забрать машину и уезжать. Ага, хуй там плавал, сейчас покажет нам. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Я зачем-то в кладовку вошла. Так. Серьезно? Он правда крутой? Я вот, думаешь, помню, как я сюда пришла? Нет. Но точно меня здесь не было. Я просто буду открывать двери и куда-нибудь приду. Лутто. Ем. Эмо. Стоп. П это, это русская буква. Да? А что, игра от русских разрабов, что ли? Это не. Пималюкс это? Найс, петлю накрутила, мне понравилось. Греческая. Ага. Так, ресепшн. Вот это я уже начинаю вспоминать, как я тут бегала. Вот откуда-то оттуда снизу я пришла. Искать медведя. Медведь нас сам, наверное, найдет. Да и сейчас скриптанет. И будем дальше по отелю бродить. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen.
This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kinda bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. А ты видел, что где-то? Place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Fine. Ну, кстати, вот касательно диалогов в месте, где, по сути, никого нет. В Firewatch мне это очень нравилось. Когда ты с девочкой разговариваешь, вокруг никого нет. И это единственный твой собеседник, и тут вот тоже, типа, помощничек. Ну, посмотрим, как здесь они это сделают. Должна открыть дверь гаража. Гэрэш. Гэрэш. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Анчоусов. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. What? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Ну, возможно, да. Что, ну не работает ни черта. И пуп. Делов у нас нет. Возможно, им стоило как-то побольше их, типа, сюда... Сейчас формулирую. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh. Thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Когда такие вещи говорят, Later. обычно все оказывается в точности наоборот. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Слушай, а этот... Ой, а мы реально тут больше одного дня проведем? Дома я одна здесь. Он типа адвоката кого-то, я уже забыла. Тоже застрял в стиральной машинке, Кукрус? А, ну это мы, видимо, уже переночевали. Да кто мы? Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Нет. Well, you're improving. What's up? Oh, Агент по продаже nothing. недвижимости? I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timber line has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you.
Первое, что... Я думала, хоть кто-то проследил за тем, кто такой этот мужик. Удивилась. Он сказал в электроштуку идти, потому что может тут сломаться. Чё кринжовит? Ребенком был. Да, Тони, я его прошла. Я не так часто дропаю игры. Ну, Неох был сюжетно завершен. Я бы даже сказала, не так часто неправильное слово. Я редко дропаю игры. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to На survive? ютубе, ух ты. Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Ура, Canned пошёлка. beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Я люблю бобы. Когда сложно, так вертели. Там дело не в сложность упиралось, а в прокачку. Ты сам мне об этом сказал, что ты закидал его сюрикенами на 3000 урона. Так, мы идем в подвал искать котельную. Не, ну фасоль в банках, я не знаю, ты такой покупал или нет. Я сейчас говорю не про хайнцевскую, к примеру, в жестяной. Есть стеклянные баночки всякие, там фасоль и овощи, оно типа неплохо заходит. Так ты мне сам уже разрешил дропать ее нахуй. Трижды. Ты это сказал? Вот, так что все, я обратно не вернусь. Мне нужно в душ, но нужно перезапустить котел. Fireplace это типа гостиная с камином имеется в виду, да? Beans. Ландри бойлерная. Бойлерная как раз котел, правильно? Не на стриме. Да не, я ж пробовала. Ну бесит меня, бесит эта механика. Отказываюсь концентрироваться на чем? На фарме левелов? Мне это скучно, мне это не интересно. Ой, Бэм, ты еще не спишь, прости, из-за меня ты ж работающий мужчина. Спасибо большое. Блин, у тебя пак-бабочка. Блин, как круто. Ты такой гений. И без фарма норм шла. Нет. Ольмека. Текила в бутылке для вина как будто. А, нет, пиво. Селесту... Нет, довольно я не буду. Селест — это травмирующий опыт. Что с достоинством? Победа над достоинством. Коробка? Да вертели просто нравится. Он там 500 часов насидел, там бездны прошел, сложные уровни. А мне вот не нравится. Ну вот... Я Алана Вейка проходила, мне не нравилось, но он закончился, и все хорошо. Ну, там не заставляли, блин, насильно собирать 100 термосов с кофе. Пройти допы и сумерки по разу. Я прошла одни сумерки, я не поняла прикола. Абсолютно тот же левел, только там врагов то ли больше, то ли они сильнее. Зачем мне проходить то же самое? У меня короткая жизнь. Я не хочу ее тратить на прохождение одного и того же.
Копейщик. Так. А мужские туалеты так выглядят? Хуже? Я от многих мужчин слышала, что женские туалеты еще грязнее. Ты слышишь дыхание? Слышишь, да? Это звук дыхания именно, ничего другое. Тупо зеваю, да. Смотри, подозрительная дверь. Пошли в женский. Тоже засрано все. Слушай, я иду куда-то вообще не туда, я в этих местах не была. Ну и ладно. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. А, да, я пришла down туда, куда there. нужно, ничего себе. What? Who? Old farting ghost. Дух-пердух. Wait, what did you say? Old farting. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting. The furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about Пердух stuff это не like that? мат. Yeah. Well, that's long gone. Ха-ха, духа-пердуха. Тирошная. Ну, вот это как раз бойлерная, наверное. Большие котлы, штуки непонятные. Гидравлический насос. Котер. Кнопка. How's it going? Привет, твой It президент. looks real Или complicated. ваш президент, я не знаю. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. А, I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. мыться нужно где? В душе. А душ где? В душевой. А душевая где? Где-то в отеле. А, ты смотри, как тут все интересно. А тут что? Наверное, много.
Что, никогда не хотелось побывать в каком-то огромном здании, прям в одиночестве. И трогать все, что можно. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. Ну, вообще он агент. But I'm Он not из 16 агентства. anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Да, Мэнтони, вроде какая-то обычная тема, мол, осмотреть, все ли в порядке, а потом подписать договор и уехать, что-то типа такого. Смотри, какая кухня. И. Понял, ну блин, вот типа с FPS меня поднапрягли. Типа у меня многие люди из френд-листа прошли Киберпанка, все нормально. Я не думаю, что все уж прям богатые богатеи, у которых там видеокарты супер нового поколения и вот это вот все. Я не думаю, что траблы с FPS все-таки будут. Понял. Так, мы мыться хотим. Но мыться, наверное, если это отель, то душевые же должны быть в номерах, правильно? Я как раз видела там ванну ту со смешной этой. Слушай, а моя комната вон там, да? Irving Crawford, FEMA. Hey, Федеральное агентство по чрезвычайным listen, ситуациям. I Или это он just wanted пошутил to сейчас? say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Как мыться? Лягу спать. А воду мы просто чтобы погреться, что ли, сюда пришли? Мне тоже очень сильно не нравится, что на проектов так накинулись. Ну, типа, блядь, бывает. А прям столько говна выкатилось. Я понимаю, конечно, но все равно не понимаю. Как спать? Как спать, как мыться? Мы ж не тут будем спать. Это ж не наша кровать. Батина. Лягу спать в старой комнате. Все батареи, спасибо. Слушай, а может реально батарею крутануть надо? Или типа оно...
Слишком завышенное ожидание. Но это проблема тех, кто строил супер завышенные ожидания. Нет? Ну, кто-то говорит, сами виноваты, что такую вот пиар-акцию сделали. Ну, ебать. М. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Извините. Сэндевил, привет. I was wide awake for hours. Then suddenly, darkness. So, any news? What? Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and But You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Nice выбор. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Ну и в итоге что, вот касательно, когда вот эта тема с киберпанком была, у меня из игровых поблосов-то ВК что, ДТФ, наверное. И там, как всегда, два лагеря. Один говорит, о, найс, обосрались, а второй, ага, ну вот это, хорошо, обосрались, но будете шеймить типа игру, будут все игры, как у Юбисофтов и у кого там. Кто там задирает бабки и делает штампованное говно. Вот, и так вот и воюют. Так, хранилище сторож. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in Nice the closet. болтаем. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Черри, привет! Так, мы ищем фасоль. Правильно? Если бы вы были фасолью, то в какой коробке вы бы были? Ой. Извините. Думай, как фасоль. Пук-пук. Во мне много белка. Картонный, спасибо. Спасибо большое. Большая Real Human Being. Дайте ко мне мою зубочисточку.
Стоп, но сторож же там. А это уже не сторож. Спасибо, спасибо. Да залезь ты в какую-нибудь коробку. Спасибо. Ну тут же не может быть фасоли в сральном ведре. Я сторож. Не, я не сторож. Кажется, фасоль тут нет. Вы ищете еду в зоне кухни. Че, может на кухню тогда пойти? Я сейчас буду круги нарезать. Deus Ex, ой, там много. И там Штерс. А ты любят коробки, да. Они же это, типа как укрытие используют. Слушай, а может тут где-то фасоль есть? Где кнопка была? Спасибо за тазик. Под сейфти. Слушай, ну кажется, тут ничего нет. Ни на стороже, ни на кухне. Тарелочки, блюдца всякие. А, смотри. Еда с плесенью. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Персики. Нет, не персики, нектарины хочу. А холодильник был где-то... Но не внизу же, да? Нет, тут уже бойлерная, стирошная. И вот ента вот все. Так, тут тоже нет холодильника. Холодильник был где-то в едальне рядом. На кухне. Нет, холодильник большой. Плоские люблю. Да блин, главное же не форма, главное, чтобы оно сладкое было. Почти зашла вчера. Вчера. Я не поняла шутку. Вчера? Вчера в игре. Вот он. Шуб. Бобовый. Hey, Hi, Chainsaw Choddy. you kidding? Остаемся зимовать, как говорится. Ну и все. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I Я got locked нечаянно, in. я не успела Holy shit, I'm a пролистать. freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Так бобы-то возьми, блин. Взяла в микроволновке. Привет, Мосберг. Тут тебя искала ворона.
Что это? Это игрушка. Но микроволновка должна быть на кухне или нет? Да. Блин, я не помню, как мы его запирали в холодильнике. Мы одного мужика, по-моему, откуда-то вытаскивали, не? Ну, может, это типа духового шкафа, хотя хз. Ага, геймплей. Две минуты в микроволновке. Хоррор? Ой, прости, не заметила. Нет, нет. Вроде не должно быть. Так может быть это специальные какие-то коробочки, не металлические? Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. А, About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole. At this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. It's actually not spooky, it's just common walking theme. With story and a lot of talking. Винкелт Ж. Слушай, я не знаю, Будда, но раз они так сделали, то они, наверное, ну, знают, что можно делать, что нет. Хз. Или, может, это правда был какой-то духовой шкаф. В духовом шкафу можно разогревать? Я не знаю. Чурой чаш. А пасту надо спамить, если она смешная и что-то значит. К чему эту спамить? Спокойной ночи. Но мы сейчас на втором же этаже? Или второй этаж это вот этот? Second floor, понял. А, ну да, у них же типа цокольный, который этот, как он называется? Не бейсментным, а... Паст. Ой, макарошки шира. State of mind? Не. У меня ни майнда, ни стейта. Нулевой, да. Цокольная тоже под. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Ground floor, ага. Последний раз софала кого? Пот. Там не пот, там злая рожа. И Женя в анусе. Чего, Дюкса?
Я тебя не поняла, я тут шутила. Тут говорили, что дух-пердух. Я говорю, духа-пердуха. А тебя тут не было, и ты даже злой пунок не отправил. Так, это уборка номера. Вот уже окрошечку будешь кушать. Молодец. Гадости? А чё гадости? Ты удав решил завести? Его главное не души. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the West Wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? Я тоже салатом, I don't бля, understand, Андрей. Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Не, мне больше в «Кривом зеркале» нравился толстенький пузатый мальчик, лохматый такой, со светлыми волосами. А вообще, касательно удавки, я просто хотела перевести тему на что-то хорошее. She's lying. She's not so strong as she says. Тошенький, пужатый, я не мальчик. Группа Дюкша, я не мальчик. Наверное. Где? Yeah. Hello? Who is this? What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Так, я не поняла. Иди, ты знаешь куда? What? You think you can call my house and threaten me? Uh-huh. Come Huh? tell me to my face, asshole! Ты смотри, как красиво. А-а-а! Список дел. Нет у меня дел. Так, коль там музей, то тут я уже накрутила. Рэйчел, да. Suicide of the Rachel Foster. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Нам не говорили, что она жива. Idiot. There's something Хорошо, else that она doesn't здесь. make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup.
I think I get it. Almost. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Помню, в Mass Effect что-то подобное было в плане выборов ответа. И в Лисе, по-моему, даже. Ну и в Кинце Кейджа. Перенеблевал, что за слово такое? Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since Лизу? I've Не, been я here, про it's Лиз like I'm говорила. literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we Я activate надеюсь, it, тот, с you'll кем be мы общаемся, это self-sufficient. психопат-злодей. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Фонарики. On my way. Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. Well, maybe better that way. Как батя Шумер. Звучит как отличное приключение. Почему? Короче. Нам пришло письмо от мамы, которая написала его давным-давно, и она уже не в живых. Говорит, мол, тыры-пыры, после смерти отца тебе нужно будет поехать в нашу старую гостиницу и продать ее. Вот. И деньги нужно отдать семье погибшей девушки. Ну, остатки себе оставишь. Вот. Девушка погибла в результате самоубийства, и эта девушка расколола нашу семью. Она с нашим батей, типа... Батя с ней изменил матушке нашей. Это быть. Слушай, зайди в кабинет отца. В кабинет отца сказали. Гороворомка, опять кубик Рубика. Я вот не помню, кабинет отца, шкаф отца. Книга. Оккультная натура. Наверное, тут тогда, может быть, нет? Смотри, как красиво.
Не туда я иду. И фонарик найти не могу. Ручка. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Так, сейчас посмотрим. Хорошо. Но они ж не могут сюда призраков впихнуть, ну типа нахуя. Тут, наверное, накручивать. Накручивать, да, чтобы я ждала чего-то подобного. Тут просто какие-то странные штуки. Так, смотри, нам как-то непонятно говорили. Гараж загоражен. Я должна с этого этажа где-то спуститься. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. What a professional tone. Yeah, I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Так, теперь нужно найти дверь в чулан. Но это ж не чулан. Или... Ну ладно, если скрипт на рацию сработает, то я иду правильно. Наверняка я не права. Да тихо, мистер. Ой, бля, как темно-то. А мне карта что-нибудь даст? Я вроде посмотрела и ничего не поняла. Тут я уже тыкалась, да, в эти двери. Это все номера. Понял. Так, это номер. Мог бы быть.
Тоже наш. Ну смотри, чулан же не должен находиться, наверное, рядом с номерами. Постояльцев. Мне кажется, это не просто так. Нет двери случайно? Я опять, наверное, все-таки не туда лезу, да? Вот опять выход. Ты знаешь, вот этой маленькой вспышки вообще... А? Вообще ни на что не хватает. Чужим ником, в смысле? А как мне тебя называть? Дюхой? Могу и Дюхой. Мне кажется, это вот эта дверь, блядь, но нет. Зачем на больное давишь, а? Тебе не стыдно? Нет, наверное, не всегда. Что так это делается? Не было похоже на чулан. Судя по освещению, это оно и есть или нет? Я поднимаюсь все выше и выше. Да. Именно енту я и сделала вчера. Нет, все-таки, наверное, не там. Блять. Спасибо. Так. Служебное помещение на первом этаже, а я на втором. Пошли обратно. Слушай, вот это сторож написано? Нет. Бля, я, короче, хуй знает, где мне это искать теперь. Ой, бля. Слушай, вот если я сюда спущусь, то еще первым этажом будет считаться? Main floor. Нет. Блядь. Тут я бегала у волков, тут... О, в чужую сральню можно зайти тоже.
Давайте мне чем-нибудь напугаете, чтобы я поняла, куда мне идти. Пожалуйста. Есть же еще варик, что я в темноте просто что-то не нашла. Но это наша комната. В нашей комнате не может же быть чулана. Ну, типа, здесь я полородила. Привет, Зайнус, а это вроде не должно быть ужастиком. И паранормально тут быть тоже никакой не должно. О, слушай, а я помню, помнишь, там стеночка была интересная, маленькая? Я на нее еще смотрела и думала, блин, там что-то определенно должно быть. Да это просто свет выключили. А, вот это он. Нет? Да, вот эта стеночка. Сори, что это заняло 25 лет. Вот эта стеночка, да. А ты серьезно не могла подвинуть коробки? Стоп, а вот это уже нездорово. Что начинается-то? Да нет, всего лишь в кладовку. Так. Страшная швабра, это я. Так, это кухня. Это холодильник. Слушай, ну мы же идем в генераторную, бойлерную, обратно возвращаемся. Правильно? Точно это нельзя было как-то по-другому пройти? Так я опять смотри, куда вышла. Может, тут еще какой-нибудь поворот был дальше, нет? Может, тут рубильник внутри, вон, смотри, свет вроде как можно включить, нет? Не, ну раз вывели отсюда из лаза, то я должна дальше куда-то идти. Наверное. Просто меня смущает, что я оказалась там, где я вроде как могла ощутиться любым другим способом. Нормальным. При этом. Ну, типа кухня. Холодильник. Или генератор, он вообще не там находится. Слушай, я... Ну смотри, котел работает. Котел это ж нагревание, это ж не электричество. Правильно? Бля, пиздуй туда, не знаю куда.
Я думала, нам сюда нужно, но я не знаю, почему меня так повели странно. Вот, он сказал, что, видимо, куда-то туда нужно попасть. Потому что заклинила дверь гаража. А это я куда? Это выход вон туда аж. Тут, наверное, раздевалка была какая-то, а здесь что? Коробки, все завалено. А ты типа, Андрей, хинтуешь или предполагаешь? Я сейчас уйду и не вернусь больше. Ну вот в том-то и дело-то. Привет, дискобум. Вот опять между стенами, может, все-таки верно все? Ну, наверное, да, вон в церковь пришли. А может и нет, я не знаю. А тут больше нихуя не сделаешь. Попасть в лаз через служебную. Это точно оно было, но ёбаный рот. Возможно, мне потом знание вот этого вот маршрута пригодится. Классики, смотри. Между стенами где-то. Вот то, что цель до сих пор висит такая, мне тоже не очень нравится. Серьезно? Или ты шутишь сейчас так? Блять, я заблудилась здесь. Ой. Просто я который раз уже с подобными вещами сталкиваюсь, и мне это кажется очень странным, и я в это не могу искренне поверить. По той причине, что это я, и типа лол. Ну разве вот это вот не тот лаз, который я хотела? Я вот не понимаю. Ну да, я читала обзоры, я видела, что они типа неоднозначные. Моя игра. Вот, смотри, я нашла вот этот проход. Фотка, рисунки. Что, думаешь, скрипт, что ли, не сработал? Но это выглядит как класс, определенно точно. Вспышкой, а тут не надо, здесь просто для освещения. Вообще третий, наверное. Ну давай просто буду жмякать. Вот, выхожу я сюда, зачем? Все правильно, получается, делала. А дальше куда?
Ну, дверь, хорошо. Мы же генератор ищем. Хуйня, которая будет нам электричество вырабатывать. Нихуя себе, шмарей, игровуха. Я уже нашла, мне кажется, что только можно. Кроме того, что нужно. О, кто-то смеялся. Слышала? Слышала? Слушай, а будет реально забавно, если ты чувствуешь себя спокойно. Никаких тут, короче, новостей про какие-то паранормальные вещи. Тут какая-нибудь мразь выскочит и наорет на тебя. Вот где я сейчас? Запустите мне скрипт хоть какой-нибудь. Пожалуйста. На кухню вернулась. Кайф. Фонарик есть. Так, а мы же в качестве фонаря используем Polaroid. Вообще нам сказали, что? С паранормальным нет. Говорили, что фонарь есть где-то у бати в кабинете, но я не нашла фонарик, не нашла Polaroid. Вот. Stuff only. Storage. Хорошо, спасибо. А это, кстати, что? Это просто дверь. На том же этаже, что... Сейчас я тогда обратно выберусь отсюда. И посмотрю, в ту ли я дверь влезала или нет. Так, вернулись к тому, с чего начинали. Stuff only storage. Да, это оно. Может, вот сюда и нужно мне было залезть? И я просто куда-то не нажала. Я тыкалась и не работает, смотри. Можно осмотреть только стиральный порошок и всякие штуки. Фонарь. Да нет, я видела твое сообщение. Я просто думала, ты у чат спрашиваешь, а не у меня. Ну, удачки. Ты видишь фонарь? Порошок. Моющее средство. Туалетная бумага. Штуки. Блядь. Может, надо спуститься сначала? Может, здесь этот фонарик лежит? А, ну говорили в шкафу в батином офисе.
Так это про это, что ли, речь шла? Это уже батин офис или нет? Вот батин офис. Документы. О! Хотя бы что-то. The office is a mess. Well, I don't think running a hotel is easy. At the time, my mother took care of all that. I see. You graduated college? Yeah, возьмем went тогда. to Pacific. Why? You majored in... Business. Ever think about helping? Who? Leonard. He wasn't even interested in keeping in touch. Why should I have helped him? My mistake. Sorry. Катушка. Пушка. Очочки, сишки. Ртуть. Радио. Вот попробуй выцепи взглядом где-нибудь тут фонарь. Может, тут где-нибудь что-нибудь лежало? Наверху. И что, думаешь, скрипт не работает, потому что фонаря, что ли, нет? Сейчас тогда возвращаться как? Сюда. Сюда. Ну, на вертеле, блин. Ну, о чем я тогда говорила про полароид и про вспышку света? То, что я думала, все, не надо нам больше этого. Ладно, я вот на шифте тут так спокойно бегаю. Я прям жду, как кто-нибудь сейчас как прыгнет. Вон тут два выхода. Типа вот здесь я все осмотрела в шкафу, там только моющие средства. Ну и полароид тут лежал. Точно нет фонаря. Другая подсобка с дырой в стене. Еще одной дырой в стене. Блядь. Ну вот. Стафонли, сторож. Блять, ходи с полароидом этим ебучим. Вот, у бати на столе здесь вполне вероятно мог лежать фонарь, но нет. Есть книги, тут есть сигареты, завещания и все такое подобное. Вот, это тот шорткат вонючий. С дырой в стене. Полароид был. У бати тут, в принципе, вроде как тоже нет ничего. Я помню, что в диалоге, ну поищи у него по шкафам, найдешь фонарик. Книжки, книжки, звуки страшные. Эзотерика. Свет уже давно погас бы. Бегала бы тут в темноте. Но спасибо за скрипты. Ой, блин. Слушай, у меня в комнате вряд ли, наверное, фонарь есть.
Спокойной ночи. Не могли они тут еще дверей наебенить. Здесь вниз можно спуститься, здесь можно залезть в стену и ничего не найти. Не, ну если я прошла вот по этому коридору и потом смогла обсудить с моим мужчиной по рации документы, то это, наверное, что-то да значит. Не, Дюкса. Или Дюха, а? Дети, хватит плакать. Мне тоже не нравится ходить по вашим стенам. Может, тут есть где-то еще одна стена? Профессор Жиштин, это ты? Левее от картины волка. Понял, спасибо. Сейчас обратно. Блин. Хожу по коридорам 25 часов подряд. Я не профессор Жиштин. Почему я профессор Жиштин? Так, ворк. Сейчас глаза из орбит вылезут. Очень темно. Вот, ворк. Ревее. Вот это служебное помещение. Тут бегала, кстати. И это не право уже? Левее от картины волка направо. Ну, сюда, наверное. Брокен. Опять скрипт. Это лестница наверх. И тут я бегала тоже. И ничего не нашла. Сзади. Блять. Вот это, что ли, оно? Фух. Ага. Спасибо. Привет, оставил тебе фонарик. Ахабен. О, наконец-то, спасибо. И вон еще один глаз. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Ничего себе злая. Это у меня геймпад вибрируется. Ой. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect.
I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep. Easy. Does it? Ну уж. Так мы ж поспали уже. Мейнтони, нет, тут не должно же быть страшно. Ну ладно, страшно. Но я же знаю, что это не хоррор. Же, да? Помада лежит. Что, все работает? Что хоррор, не знаю. Ну и? Она не кликабельная была. А, вон оно как. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Ну, что помада делает еще в таком месте? О, ну хотя бы дверь открылась. Турунь. Лежит, ну... Что б ей не лежать-то? Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Это она типа расследование провела или что? Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective.
I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Где она все это нашла? Типа у него батя тоже этим интересовался? Ей 29 было? А, нет, это свидетельница. Газетная вырезка, газетные вырезки. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Что, на этом угомонились? Ну, типа, угрозы приходили. Бася. Все осмотрено. А, вон оно что. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His Да, мне daughter's не очень death понравилось. destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Ну вот в том-то и дело, что геймплейная составляющая мне скучной казалась, но мне нравилось на Энигме расшифровыванием заниматься, это, по-моему, единственное, что отложилось у меня в памяти. И типа вроде задумка неплохая, 2 разных временных промежутка, 2 разных героя, да, вот это вот все. Как-то все равно мне не заехало. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean,
Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, he supposedly had another lover, maybe even two. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Дудонь. Не я. Я не могу ничего с собой поделать. Упоминания, вот это вот, звуки. Мысли. Но мы во сне, да? Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Может, надо было дойти прямо до этого костра. Так-то мы вообще 5 дней изначально главной героини оказались ужасом. Уже 6-й. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth.
Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. Но они не всунут сюда же, да, What the fuck are призрака? you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is! There it is! Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Они Never вымерли aired. в этом отеле. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Ну, хотя бы сейчас понятно, куда идти, и не темно. Сто семь, 106. Тут же номеров больше нет. Да нет, с коридорами-то разберусь. Наверное. А, это она была? Слушай, да, я ж на нее смотрела долго. А зеленая бирка была где-то там, по-моему, справа. Сейчас посмотрим. Вот тут даже вот нарисовано. Диалоги... Да не душно. Ну, короче, что-то не хватает. Да ладно, рано еще. Переживать. Да. Hey? I found the room. But Someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Гараж или генератор, ладно.
Тут, по-моему, можно было... Вот как-то тут я бегала, да? До гаража с генератором быстрее. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't А, у меня happen. шорткат есть. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Ну, вообще, на самом деле, такие игры, где с тобой, по сути, разговаривает только один человек, должны, наверное, заставлять... Слушай, а я здесь не выйду, да, к... Блять, это не то. Короче, тут... Я уже забыла, что именно, как я построила предложение, значит, неважно. Должны... Ладно, должны уберем. У них свой шарм есть, ну, то есть... Ты привыкаешь вот к этому дядечке или тетечке, с которой болтаешь. Джайва. Ну, почему здесь не может быть отвертки? Так. Комментировать мы это не будем? Пустое место, где был топор, подозрительно. Так, это значит этаж выше. И подозрительно, кстати, бренчание очень долгое. Которое наконец закончилось. Про зеркало они еще говорили. How much do you know about those TV shows? Извините. The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Нарисунок, блин. Так, зеркала, зеркала, зеркала. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, Buttergrass, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking
To themselves. I see you smoking the good stuff. Is that what I mean? Yeah, jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... oh my... Oh my god! It moves! Oh god! Yeah, I'm telling you! Shut it now! I can't find the keys! Oh god, this place is heavy! Keys! Hold on! The light! The light! Что за... Ну это типа, блин. Разработчики веселятся. Ребята, охотники за привидениями, стандартные программки. Записывали, что-то увидели, убежали. И мы такие, блин. Они увидели настоящего призрака, значит, да? Вот. У меня теперь микрофончик есть. А зеркало-то где? Привет, Гримсбай. Да в том-то и дело, что я думала, это без какой-то паранормальной. Хотя как еще это можно было объяснить, не знаю. Вечернару Райверу, мы же здоровались с тобой сегодня уже и не раз. Ладно, может быть и раз. Так, все, тут ничего не трогается. Дверь открывается. Прыгну. Ой, не напоминай. Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Блин, интересно, сколько дней всего в игре? Может, я сегодня, типа... Не, надо сегодня... Ну, там крипово было. Ну, хотя, я не знаю, я его смотрю, со стороны это по-другому. Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well,
I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. Деревенская тыковка. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie/defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. О, интриганка. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Чё, кошель напугал? Не, а касательно ненавижу таких скримеров. Это ж по сути не скример, она ни звука не издала, это я там заорала. Это ж наоборот лучше, чем когда на тебя выпрыгивают и кричат. Да, молодец. Ну, в том плане, что это что-то, чего не было, и оно появляется. Это же клёвый испуг. Редко таким... Нет, я не до слова даже довязалась. Это я так... Сама просто не знаю, как это назвать. Говорить как? Не знаю. Типа, разве часто такое встречается в играх? Я вот тоже про микрофончик подумала. I was thinking about earlier, when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise.
All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please! Shut up! Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Нет. Ну, видимо, он усиливает. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Блин, черт знает, где оно звенит. Может, просто что-то произойдет сейчас? Ну смотри, тут какие-то свечи, типа спиритические штуки. Почему это не оно? Нет, ты вот так и так не осмотришь. Ну тут нет звука. Но он везде.
Я не могу понять, мне с микрофоном лучше или хуже. Я и тут уже бегала. И тут я тоже круги наворачивала. А, микрофон и так ловит, думаешь, да? Я думала, положение невозможно. Ой, не важно. А тут шкала еще красная есть, которую я только сейчас увидела. Я петлю сейчас накрутила. Да? Что это за ловушка обманушкина такая? Комментировать что-то можно было. Давай про лыжи поговорим. How long do you think it'll take me to get into town using skis? Somewhere along the lines of never. Just wondering. You could get to Dry Gulch Summer Ranch in 2 or 3 hours, but from there you'd need another 5 or 6 hours. 5 or 6. Okay, whatever. I don't know how to ski anyway. What? I know, it's ridiculous. Leonard was from Sacramento. Oh, at least you won't risk your life. I also have a couple of serious defects. I'm all ears. I only placed 3rd with 19 minutes and 14 seconds for eating 5 pounds of hot dogs at the county fair. I so totally admire you. 2,5 кило шишищ от худогов.
Блин, ладно бы на громкость ориентироваться, так оно и, блин... Черт его знает где. Да прицел прицелом, но тут стены же. Забыла, ты проходи. А, ты ж на стриме смотрел. Ну, типа, вот это, по-моему, петля. Я думаю, может быть, церквушки добежать. Да, это определенно петля. Петля Микрофлушкина, ага. Другие двери, но я старалась по меткам типа идти. Страшилка, да вроде как не должна была ей быть, но... Привет, цензура, кстати. Сейчас я не туда иду. Концертный зал. Я концертный зал-то видела вообще? Где он? Точно не здесь. Там пианино. Пианино. Нам туда. Ну, вот кажется, куда-то я иду. Так я ж опять вроде вернулась туда, куда... Да, это опять бойлерная, блин. Не, вверх-вниз тут типа вроде как не важно это все дело. На этом, ну, сейчас тогда ресепшн есть ресепшн. Через кухню. Так, тут морозильник. Слушай, а в морозильнике нет? Да нет, тут закрылись мои, черт бы с ним. Нормально у вас там все? Ну, я тут бегала. Тут что ли рояль? Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there.
Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second, it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end, and we were breaking out the champagne. Nikki. Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic Вот up here. это вот лохматая. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again, and then I'm going to bed. Be careful. Сделан стрёмно. Стрёмно не в том плане, что страшно, а в том плане, что дерьмово работает, или в каком? Я просто подумала, что жутковато, а стрёмно, наверное, дерьмово имел. Я еще не сразу заметила вот этот вот датчик. Он по всему этому этажу, я там внизу была. Орган. Ну это ж сон, верно? Так. Может, в церкви что-то можно было осмотреть, я оттуда просто ушла. Блядь. Обычно сразу день начинался, и рация, там, тыры-пыры. Ой. Или надо в церковь возвращаться, я не помню как. Помню. Нет, не помню. Ой. Карта не открывается. И в инвентаре ничего нет, значит сон. Правильно? Правильно. Куда я вышла-то? Вот отсюда. Вот знай, блин, когда скрипт должен от чего сработать. Бегай обратно. Там вроде не было ничего. Ну, доски, кстати, отвалились. Вот здесь. Да тут и нет ничего.
Просто спать, что ли, топать? Ну ладно, базара ноль. Сейчас придем и увидим спящую главную героиню. Будет отворот-поворот. Это ж я закрыла. А какая разница? Шла, значит, правильно, наверное, никого не трогала. Я, главное, не... Я на второстепенную это не тяну. Не, а чё, вдруг Рилли сейчас себя увидим со стороны? Нет, все нормально. Irving? Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct Да, is кто-то the best газовые thing. конфорки включает. Yeah, I'll do that. Oh, Irving? Yeah? Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Че, мы в церковь сейчас идем, да? Пара-пара. Слушай, где там быстрый спуск был? Вот я тоже мечтала о лава-лампе, и мне ее подарили вместе с лампочкой. И она светилась, и все было хорошо. Но потом лампочка перегорела. И вот уже 2 или 3 года я прихожу в один и тот же магазин лампочек, чтобы купить нужную лампочку по размеру. Ее там нет. Я уже купила все возможные лампочки, ни одна из них не подходит. Вот. Такие дела. Вообще лава-лампы сейчас очень сложно найти. Я не туда пришла. Ну, типа, да. Ты хочешь пасту тут скопировать? Так я прихожу с лампочкой, с нужной мне. Сейчас. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff.
I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Короче, насчет лампочек. Каждый раз я туда приходила. Один раз я тупанула и взяла энергосберегающую. Она не греется, и, соответственно, нет смысла вообще во всем этом деле. Потом я купила лампочки, которым мощности просто не хватало. Также я один раз приходила туда без лампочки, купила лампочку слишком большую по высоте. И вот такие дела. Так, я заболталась, я туда иду. Понятия нет. Да. Вообще надо просто в нормальный магазин, где ассортимент лампочек большой, сходить и купить сразу там штук 5. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... it's... I... Wow. A total mystery. Wanna play? Опять блуждать здесь. Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Я думаю, что это, наверное, записали мне, да? Если я разгадаю эту загадку, смогу найти старую кладовую. А, бегал туда-сюда, но нам обратно нужно вернуться. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? О, привет, мой нос. Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it.
You should take it with you to play it in Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Вниз по ступенькам. Дойти до угла, тыры-пыры-пампара. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Damn sons of... Oh! I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh, okay. Так, спальный мешок обсудили. Что еще можно обсудить друг друга? You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mentioned? Он упоминал My батю? father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Вниз по ступенькам. Он бегал туда и обратно, но, наверное, эти ступеньки имеются в виду. Ну, должна быть, но что-то как-то, видимо... Как эта игра Suicide of Rachel Foster? Мелком классики. Слушай, а может я в управлении не знаю какой-то штуки? Фонарик у меня остался. А, тут все нормально. А все просто. Oh, shit. Было такое. А это тоже открывается ли эта стена? Просто понял. Ну, начинается. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. Нет, No скримеров не decorations. было. Is everything okay? I found
Something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Ну, типа на листах. Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Кто-то определенно поехал. Ключ от музыкальной шкатулки, да? Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there. In total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Они иногда такой короткий
промежуток времени дают на то, чтобы что-то выбрать. Я сейчас даже прожать ничего не успела. Блин, я в реберс не играла в Amnesia. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? Неприятности на свою задницу. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Слушай, она сказала, что шкатулка находилась в ее комнате. А я ее точно на этом этаже видела. Вот мне кажется, что я не тут ее видела. А в этом, что ли, внизу. Кабинет отца, который был внизу, да? Вот я тоже помню, что они наверху. Музыкальную шкатулку в комнате Леонардо. В комнате или в кабинете? Ладно, пока сюда дошла, давай уж поднимусь. Потом вниз спущусь. Не помню. Правильнее, работнее. И комната его была... Ну, я правильно же понимаю? Да, тут она была. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy?
Irving. Я не знаю, Finally. почему. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a Это chance сейчас of getting to the bottom of the 96-й, что ли, story, в игре. then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. На 90 I know, какой-то. I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Так, промежуточный этаж. Где у нас тут спуск? Здесь. Так тут, наверное, имелось в виду. Мезонин. Ну вот, разве не тут? А, ну вот тут. Блять. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's Надо one еще with a клоуна hockey добавить. stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Да ладно, все хорошо. Хоть кто-то бегает. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ну, спасибо. Заперта дверь. Что, туда идем, обратно?
Слушай, ну они на самом деле неплохо атмосферу накручивают. Ну, типа тебя ничего здесь не преследует, ничего такого нет. Но странные звуки, и ты такой, типа... Так, сейчас главное вспомнить, как я ходила, чтобы подняться на мир. Не туда. А, ну так... Опа. Или это не то? Это же заперто. Или это не заперта дверь была? Тут типа сидел Ирвин и разговаривал, да, с нами? Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Может, Irving? братецкий какой-нибудь How или far еще do you want to push кто-нибудь? yourself? How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. What do you want to do now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. Ты ни одного хорошего инди-проекта не видел?
I wanted to Серьезно? protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel. Notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Слушай, ну где-то такое же было. Я про человека, который на протяжении всего сюжета типа тебя подбадривает, а потом оказывается, что он главный виновник. Много где такое было, да? A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is.
and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ключ Клэр. А что, зависала, что ли? И куда мне этот ключ? Внутри машины Клэр. А-а-а. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too.
You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Может, к машине бежим, правильно? Я, кстати, не туда, кажется, топаю, хотя тут отель, возможно... Нет, здесь только туалеты. Заслушалась его и пошла не туда. Так, сюда. По-моему, просто прямо до гаража. Что в одеяле? Отмыть, 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 отмыть. Раковину искать? Тут у нас не было раковины же. Стиральные машинки. А, в лондре. Понял, спасибо. Где-то тут, по-моему, лондри была. Вот она. Ух, я бы не додумалась до стирания. Угу. Спасибо. Oh, God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Может быть, не лесорубам, а тем, кто следит за пожарами? I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true.
just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. But she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Все равно... Ладно, сейчас. Beyond this horizon of events. Everything is... Я думала, что вот эти смешные walkie-talkie и кей-мобильники работают только из того места. Он типа по сугробам ушел, и все-таки оно работает нормально. Stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Так. Может, здесь все-таки две концовки? А? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm.
I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait, I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. Я всю трубу искала. It's getting dark. I can't see the light. Так можно? I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. А тут концовок одна? Две концовки. Привет, Пеппер Рэй. Две в плане включить-выключить? Понял. Надо посмотреть, может тут чекпоинт остался, может можно будет фидануть, посмотреть, хотя что поменяется.
Да блин, она спорная. Ну, 7, наверное. Но тут сложный момент в плане того, что люди все разные и по-разному, наверное, воспринимают поступки главной героини. Все места для меня. Стубальная система слишком много для меня. Спасибо коллегам, всем ребятам, нашим семьям и всем игрокам с любовью к интерактивным триллерам повествовательным, которые вдохновляют нас каждый день и ведут нас по нашему. Нет, новая игра только доступна. Да? Но она правда странная. Это прям новая-новая, да? Да, ну блин, шутки шутками, Мейнтоне. Но для меня это как-то почему-то не оказалось неожиданностью. Для меня это было таким смешным моментом, потому что как только я начинала игру и новопришедшим рассказывала, в чем соль, так сказать, начало, да, повествования, там Марк писал: да блин, это мамаша во всем виновата. А он всегда так шутит. Я не знаю, он знал эту игру и типа так спойлернул или нет. И вот это вот все. Короче, это. Ну, еще папаша у нее интересный, конечно. Но, не, ну неплохо. В плане того, как играется. Ну, вот кроме вот того темного коридора, в котором ничего не понятно. Дружок-пирожок, который на самом деле не дружок-пирожок. Блин, одну ачивку не получила. Одну ачивку последнюю. А где ее получать? А уже поздно ты концовку видела, она так не работает. Представляешь, последнюю ачивку, блин. Интересно, много нужно будет пробежать, чтобы получить последний? Я не люблю, когда мне остается чуть-чуть. 6-й день. Бля. Ну ладно. Так. Брать рубашки. Ладно. Спасибо большое за внимание. Щеки не дуйте, не будьте как я, все обязательно приложится. Увидимся завтра в то же время, в 9 вечера по Москве плюс-минус. Свидос, не будьте как я. Спасибо.